Всем привет! Без лишних слов сразу перейдем к делу. Сегодня поговорим про контекстную рекламу, где ее можно увидеть, каким макаром она работает и почему она не работает именно у вас. На последний вопрос я могу ответить сразу. Вы херово ее настраиваете. Итак, есть две поисковые системы, где данный вид рекламы показывается. Это Google и Яндекс. Показывается она, как я уже говорил в прошлом видео, в результатах поисковой выдачи. Все они с недавних пор идут с пометкой «Реклама». Настроить показ именно ваших рекламных объявлений вы можете в личном кабинете Яндекс.Директа для Яндекса и Google AdWords, соответственно, для Гугла. Реклама в поиске будет показываться под те запросы, которые вы зададите системе для показа, и под тем нецелевым запросам, которые вы забудете указать в качестве минус-слов. На минутку справка о том, что такое минус-слова. Это такие запросы, словосочетания, если хотите, которые ни хера вам не принесут конверсию. Скажем, у вас квалифицированная бригада по отделке квартиры, и такой запрос пользователя, как ремонт своими руками, нахер вам не нужен. Вроде логично, да? Для системы показа объявлений ни хера такого. Если вы указали основное слово «ремонт» и не указали в графе минус слово «ремонт своими руками» или «ремонт самостоятельно», вы будете показываться в поиске и, скорее всего, тратить деньги на привлечение пользователей, которые изначально вообще ничего не собираются у вас покупать. Показываться со своим товаром, как вы понимаете, можно над результатами поиска и после них в подвале рядом с переходом на следующую страницу. В Директе это спецразмещение и гарантированные показы. Стоимость, само собой, сильно отличается. Если в подвале стоимость может быть 15-20 рублей, то в шапке спокойно достигает и 90. Платите вы, кстати, за клик по модели CPC. Вот несколько рекомендаций к тому, как настраивать свою компанию. Во-первых, ничего здесь простого, как вы понимаете, нет. Во-вторых, не настраивайте ее на последние деньги. В-третьих, проверьте 100 раз свой лендинг и попросите родственников и друзей также на него посмотреть. Если никого ничего не смущает, то они вам льстят. В-четвертых, если уж решили все настраивать самостоятельно, потратьте хотя бы неделю на изучение этих систем. Что такое минусова? Как подбирать запросы? Что такое операторы и в каком случае и когда нужно использовать ремаркетинг? Как пользоваться сервисами для анализа спроса вашего товара, услуги и так далее и тому подобное. В среднем на изучение вам нужно хотя бы 50 часов вашего времени. И да, конечно же, копите деньги на тест. Без него тоже никуда. Это, как правило, действует и на рекламу в соцсетях. Каких-то глобальных отличий между AdWords и Директом нет. Во всяком случае, для тех, кто никогда не работал ни в том, ни в другом интерфейсе. Есть привязка к гео. Поясню. У нас в Российской Федерации в основном юзают Яндекс. В процентном соотношении 60/40. На той же Украине все с точностью да наоборот. Там преобладает в основном поисковик Google. И чё? Спросит внимательный слушатель. Да все просто. Если ваш товар или услуга рекламируется только на одном поисковике, а второй вы не трогаете вовсе, то посчитайте, сколько примерно трафика вы теряете. И когда планируете рекламную кампанию, лучше прогнозируйте потенциальный спрос, чтобы соотнести затраты к той или иной поисковой системе. Давайте немного поговорим про контекстную рекламу в Google. Здесь примерно то же самое, разве что некоторые могут выделить куда более удобный интерфейс, хотя на вкус и цвет все фломастеры разные. Помимо рекламы в результатах поиска, вы можете показываться по товарным объявлениям, в рекламе на YouTube, реклама вашего приложения, еще куча всякой хрени. Итак, давайте под конец все же расскажу, по какой причине у вас не работает контекст. В первую очередь у вас проблемы с вашим сайтом, особенно если вы не анализируете трафик, приходящий к вам. Вторая причина – это неверно настроенные ключевые фразы и подобранные операторы. Об этом, наверное, можно говорить бесконечно, но лучше всего просто вбейте в поиск операторы для контекстной рекламы и прочитайте, как, когда и в каком случае их использовать. Думаю, более-менее картина будет понятной. И третья причина – это минус-слова. Их больше, чем вы думаете. Да, есть, конечно, основные по типу порно, бесплатно, халява, но в своей массе они вам мало чем помогут. На этом, я думаю, пора заканчивать, а то я смотрю, видео свыше 10 минут крайне сложно воспринимаются. И напоследок, нарезка из того, как не нужно настраивать рекламную кампанию в контексте. Удачных вам рекламных кампаний! Sing the song for a broken hearted. No silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. I shout it out loud. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive.
who's underground. But Tommy and Gina who never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Your luck ain't even luck, you'll have to make your own breaks. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my